Вы поглядите, как эта посудина заманчиво вихляет кормой. Надо ее угнать. Сейчас июль 1715-го. Значит, все эти корабли скоро сгинут в шторме. А мы спасем этот брик. Это Серебряный флот с сокровищами. Для короля Испании такие снаряжались каждый год. Они попадут в ужасную бурю и потонут на радость кладоискателям. Это Карибский бассейн. Они вышли из Гаваны, прошли за 7 дней до Флориды, и здесь их размотал шторм. Эдвард одевали, и куча ханык увели судно Эль-Дорадо и переименовали в Галку в честь ловкой птицы из детства Эдварда. Галки. Это носовая фигура галки в хорошем состоянии. Наш брик переименован уже в следующей миссии. После побега из шторма табличка также заменена. Кэп нырнул за борт! Вот он, обхезанный Эльдорадо. По 7 пушек на борт. 2 носовых, нет мортир и нормальных запасов ядер с зажигательными баллончиками. А обшивка корпуса, какой кошмар! Достойный соперник нам. Это пара шхун и канонерка. Вражеский брик сейчас находится в ранге босса и, скорее всего, раскупорит вам корму. Зато плотник у нас, мое почтение, уже носовую фигуру смастерил. Скоро эта куча досок станет знаменитой, неубиваемой галкой. Основные характеристики: полная длина судна 60 метров, если измерять в игре длина от носа до кормы примерно 40 метров. Я поставил метку на карте и пробежал по кораблю. Разница в показателях дальности и есть длина судна. Соответственно, длина бушприта, наклонной мачты, по которой я бегу, 20 метров. Ширина 12 метров. Высота 48,5 метров. Смотрите, какая верхотура. Сейчас это примерно 15-этажное здание. Многие марсовые, так называют матросов, которые работают с парусами, погибали, срываясь с ранготных деревьев. Так судно выглядит на среднем уровне прокачки. Вооружение чугунное. На корпусе видны железные пластины для укрепления. Это брик, на которых плавают компьютерные персонажи, и он изображен правдоподобно, ближе к реальным бригам, чем галка, особенно мачтами и парусным вооружением. После всех улучшений ваше судно будет выглядеть черной убивалой с металлическим отливом корпуса. 46 бортовых пушек, по 23 на каждый борт. На военных бригах тех времен количество пушек варьировалось от 10 до 24 на оба борта. Но это не обязательное правило. 4 носовых орудия, которые книппелями с цепью стреляют, с возможностью оглушения противника. Усиленный металлом таран. В реальности никаких таранов не использовали. Такие столкновения — это последнее дело. Сам потонешь и соседа на дно утянешь. 2 фальконета — это малокалиберные пушки, которые используются при абордаже или для прицельной стрельбы по уязвимым местам. Пушки похожи на золотые. Предполагаю, что это бронзовые орудия. Они весили меньше, чем чугунные, были безопаснее для экипажа. В
вместо разрыва при критической нагрузке они просто раздувались. 2 мортиры — это орудие для стрельбы навесом. Экипаж — 40 человек, имеющих отличную возможность погибнуть при абордаже. Корпус обшит металлическими пластинами. Железо. Мне кажется, есть еще и медные. Усилены все продольные и поперечные бархоуты. Это выпирающие из борта стяжки. Или типа того. В трюме имеется бесконечный запас пороха и обычных ядер, подающихся прямиком из варпа. 40 комплектов для каленых ядер, 20 комплектов для стрельбы из мортир, 40 комплектов бочонков с горючей смесью и возможность погрузить до 2500 единиц обычных материалов: доски, ром, ткань, табак. Так работают мортиры. На обычных бригах их не ставили. Нужно супер хорошо усилить корпус и подпорки палубы, чтобы при выстреле они не провалились в трюм. Отдача у этой хрени зверская. Очень мало случаев попадания по судам. Обычно крепости ими долбили. Это залпы калеными ядрами. На борту устанавливали печи для каления цельных чугунных ядер. На реальном судне такими ядрами стреляло бы от силы пушки 3, а потом он бы сгорел к чертям. Слишком пожароопасный это процесс. 3 последние атаки — это книппели, таран и точечные выстрелы из фальконетов. Правда, они так быстро не стреляли. Впрочем, как и остальное вооружение. Теперь к парусному вооружению. Вот обычный бриг. 2 мачты. Передняя, что пониже, это фок-мачта. Вторая, повыше, это грот-мачта. Боковые паруса, выходящие за корпус судна, были далеко не всегда. Естественно, на носу не ставили никаких таранов. Теперь посмотрите на концепты галки. Мачты и паруса расположены и выглядят правдоподобно. Фок-мачта чуть пониже, грот чуть повыше. Основные паруса установлены на колоннах фока и грота. А здесь даже нет зажигательных бочек на корме. Туда обычные пушки подумывали поместить, убрать фальконеты и колокол водолазный закрепить на левом борту. И вот что получилось по итогам разработки и, вероятно, после решения серьезных дизайнерских вопросов. Стало непонятно, что это за мачты. Тем более Эдвард отдает команды экипажу, будто там есть фок, грот и еще бизань мачтой. Но я буду считать их гротом и фоком. Так их называет главный герой в первые минуты после захвата корабля. Подойти к борту! Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Что это за свободное пространство на передней мачте? И почему на самом хлипком стволе мачты находится сразу 3 паруса? Возможно, нижний парус закрывал весь обзор игроку, и его решили сместить вверх вместе с остальными парусами. Абрам стеньгу фока просто суперсильно нарастили.
Мачты состоят из нескольких сегментов. Колонна Фока, колонна Грота, стеньга Фока, стеньга Грота, Брамстеньга Фока, Брамстеньга Грота. Это наклонная мачта, бушприт. А дополнительный ствол дерева, увеличивающий его длину, называется утлегарь. Этот парус нужно сместить сюда. Этот сюда. На Брамстеньге должно остаться 2 паруса. Иначе ее просто поломает от такой напуги. Все 3 косых носовых паруса находятся над бушпритом. Значит, они все считаются кливерами. Это кливер. Это мидель-кливер. Это боом-кливер. Этот косой парус Грота-стаксель. Последний косой парус — это гафель-грота или грота-3-сель. Перейдем к основным прямым парусам на грот-мачте. Грот. Грот-марсель. Грот-брамсель. На фок-мачте. Фок. Фор-марсель. Фор-брамсель. Фор-бомбрамсель. Лиселя отдать! Вперед! Лиселя — это дополнительные паруса, расположенные сбоку от основного прямого паруса, на фок и грот-мачтах. Говорят, что их чаще ставили при слабом ветре, но обычно их использовали просто для поддержания максимальной скорости при попутном ветре. В нормальную погоду, конечно. Ундерлисель. Марсалисель. Брамлисель. Бамбрамлисель. Из оснащения еще где-то на борту есть лодка для охоты с гарпунами. Достать гарпуны! Вот чудище! Поздравляю, сэр! Это мужики белую акулу поймали. Также у нас есть водолазный колокол с глубиной погружения 30 метров. В нем образуется воздушный мешок, и ныряющий может возвращаться туда, подышать. Галка — это что-то среднее между бригом и фрегатом по классификации Королевского флота. Ее можно отнести примерно фрегату 5-го ранга. Скорость таких кораблей могла доходить до 12 узлов. При отличных погодных условиях, конечно. Посмотрите на огни. Испанцы не поскупились и купили 2 кормовых фонаря и 2 на мачты. В те времена стеклянные лампы и фонари были уже достаточно распространены. Корабли очень часто сталкивались друг с другом, особенно в портах. Иногда, для обозначения себя ночью, на кораблях тискали судовых свиней, чтобы они визжали и окружающие суда не жахнули вас в темноте. Капитанская каюта огромных размеров и завалена чем попало из интересного. Картины, флаги Британии, Испании и Веселого Роджера. Запасные канаты, модель самой галки, дополнительные пушки, незащищенные источники света. Хотя на входе в каюту висят хорошие фонари, судовые книги, журналы, карты, бюсты и чучела разных существ, сундуки и мешки с добычей, элитные кресла для капитаньего зада, какое-то пойло. Большинство этого кала можно было спустить в трюм, а здесь поставить перегородки
и сделать маленькие каюты для офицерского состава. А вот суперкрутой стол, здоровенный комод с шикарными башмаками и роскошными шляпами. Какой-то арсенал, даже с топорами и мушкетами. И все это не закреплено. Даже при умеренной качке это все будет летать по каюте. Думаю, я бы там с легкостью отъехал. Право заливает! Фонари на время шторма гасили и спускали все паруса, кроме передних стакселей или клеверов, чтобы держаться носом к волнам. Ну вот, теперь снова прибираться в каюте. Слышали историю о Галке, Агюстен? Корабле Кенуэя, да и моем ненадолго. По слухам, он затонул где-то у берегов Испаньолы, но никто не знает где. Полагаете, здесь? Скорее уже предаюсь ностальгии. Это фрагмент из дополнения к основной игре, где мы вырезаем французские гарнизоны города Порт-о-Пренс и освобождаем остров Испаньолу за мистера Адивали. В 1723 году Эдвард отдал корабль своему рулевому по имени Бёрд Уистл. И больше о ней ничего не известно. Говорят, что ее разбило штормом в 1725-м. Невероятно. Последний раз я видел Галку, когда отдал ее Кенуэю и решил бросить пиратство, чтобы посвятить себя борьбе за дело ассасинов. Но ее чары еще действуют на вас. Первый корабль, капитаном которого я стал. Спасибо вам за внимание и удачи!